Всем привет, друзья, с меня Вольт, и сегодня мы собираем админ-панель внутри Telegram с помощью библиотеки Raito. Библиотека Raito — это помощник для iOgram. Она дает роли и права, клавиатуры, пагинацию и даже инструменты админа прямо в чате. Я покажу быстрый старт автозагрузка роутеров и hot reload, красивые клавиатуры через фабрику, списки с навигацией и управление ролями через команды .rt. В конце у нас будет готовая админка, которую можно сразу ставить на прод. Итак, займемся инициализацией проекта, установкой библиотек и созданием виртуального окружения. Как обычно, python-m venv. Далее все это активируем venv script activate. После этого устанавливаем iOgram, а также устанавливаем Raito SQLite. Пишем это обязательно в кавычках. Для проекта мы будем использовать базу данных SQLite. Также можно использовать Postgres или Redis. Создаем папку src и в ней создаем папку handler. Также создаем файл .env. В нем создаем переменные bot-токен и dev-id. Сюда мы вставляем несколько ID-шников, обязательно через запятую. Это ID разработчиков, администраторов, владельцев, неважно. Здесь мы вставляем bot-токен. Как получить bot-токен, я надеюсь, знают все. Для актуальных возможностей API смотрите официальные доки raito.readthedocs.io. Также там есть список экстрас и поддерживаемые провайдеры. Теперь переходим к архитектуре и быстрому старту, автозагрузки и hot reload. Философия Raito простая: подключи и поехали. В папке src создаем файл main.py и в нем пишем следующий код. Импортируем Asyncio OS из iOgram bot и dispatcher, из Raito импортируем Raito. Далее из .env получаем переменную токен и dev-ids. Создаем функцию main, где проверяем, есть ли у нас наш токен. Объявляем бот и диспетчер и уже переходим к самому Raito. Здесь у нас быстрый старт, автозагрузка роутеров из каталога плюс hot reload в dev режиме. Здесь в диспетчер подставляем наш диспетчер, папку handler в папку handler. Production ставим false, false это равно dev режим, hot reload включен. И в разработчике ставим dev-ids. У этих пользователей полный доступ к .rt инструментам. Далее прописываем await Raito setup. Здесь уже у нас регистрация команд с учетом ролей. Каждый увидит только то, что ему можно. Команда запуска и условия для запуска. Теперь переходим к публичной части и Keyboard Factory. Сделаем базовое меню /start через Keyboard Factory. Это декларативные клавиатуры, минимум кода, максимум читаемости. В папке handler создаем файл public.py и в нем прописываем следующее. Из iOgram импортируем роутер, из iOgram фильтров command start и команды, из iOgram type message и из Raito импортируем rt. Создаем роутер с именем public. Далее создаем клавиатуру, статическую reply клавиатуру с помощью Keyboard Factory. Здесь мы также добавляем кнопку admin панель. Войти можно, но доступ проверим ролями в /admin. И добавляем вот команду start, команду help и команду ping. Теперь переходим к ролям, фильтрам, .rt командам и провайдерам. Raito приносит готовую модель ролей. Developer, Owner, Администратор и Support. И другие. Фильтры ролей навешиваем прямо на handler. Управление ролями из чата .rt help, .rt staff, .rt assign, .rt revoke. По умолчанию мы стартуем на базе данных SQLite. Экстра мы уже установили. Этого хватает для начала. На проде можно подключить Postgres или Redis провайдер, если вам нужно будет хранилище для FSM. Переходим к админ панели, ролям, меню, пагинации и REPL подсказками. Создаем файл admin.py и прописываем следующий код. Итак, что у нас здесь? Мы импортируем из iOgram router types EF, фильтры, magic фильтры. Далее из iOgram filters мы импортируем command. Из iOgram utils keyboard мы импортируем keyboard builder. Из Raito мы уже импортируем Raito и RT. Потом переходим в Raito plugins rules. Потом переходим в Raito plugins roles. Администратор, developer, owner. И потом из Raito plugins pagination импортируем inline pagination. Создаем роутер admin. Далее создаем динамическую inline клавиатуру с помощью Keyboard Factory. Пишем собачка rt, keyboard, dynamic и два столбца и два
ряда автораскладки. Здесь уже прописан builder, button и создаются наши кнопки. Добавляем callback data. Все в принципе понятно. Далее задаем команду admin. Здесь у нас есть фильтр ролей. Developer, Owner, Administrator. То есть зайти сюда смогут только вот эти вот роли. Больше никто. Здесь у нас уже раздел пользователей. Здесь у нас раздел пользователей. Демо-список плюс пагинация. Здесь мы создаем список пользователей. Рандомный ID. Здесь мы уже будем обрабатывать этот список с помощью пагинации во вкладке пользователей. То есть, когда админ, разработчик или владелец нажимает на кнопку пользователь в админ меню, у него открывается список, в котором на одной странице по 5 строк, мы здесь указали лимит 5, и также появляются кнопки, с помощью которых он сможет листать этот список и смотреть всех пользователей. Здесь имя пагинации user list, чат ID мы указываем ID чата, здесь бот, от какого юзера и total pages. Далее мы обрабатываем. Далее у нас здесь обработчик смены страницы пагинации. Создаем переменную rows. Далее создаем кнопки и уже сам await paginator.answer. Навигационные кнопки добавит уже сам Raito. Здесь у нас раздел роли. То есть, когда кто-то из вышестоящих нажимает на кнопку роли, обрабатывать мы его будем уже здесь. Тут мы уже добавляем команду, с помощью которой мы сможем выдать пользователю роль тестер. Ставим декоратор router message, команда giveTester и ставим сразу же декоратор rt_params. В user ID указываем int. Далее функция giveTester. С помощью Raito роль менеджера мы добавляем эту роль какому-то юзеру с таким-то ID. И роль тестер мы ему добавляем и сразу же отправляем сообщение. Пользователь с таким-то user ID теперь тестер. Далее мы добавляем команду тестер, чтобы посмотреть весь список наших тестировщиков. Теперь admin relp. Теперь admin repl. Это статистика. Здесь просто заглушка. Отправьте .rt help и следующая подсказка. Это просто заглушка. А здесь у нас вот admin статус и метрики. Напишите .rt status. Итак, что мы применили? Keyboard Factory. Собачка rt.keyboard.dynamic. Компактное описание меню. Пагинация start через Raito paginate. Обработчик страниц через собачка rt.onPagination. Также добавили роли, разработчик, владелец и администратор, RT-команды, кастомная роль тестер и регистр команд. Теперь провайдеры ролей SQLite, Postgres, Redis. Как подключить? По умолчанию достаточно SQLite для локалки небольших проектов, это идеально. Если нужен централизированный стор, выбирайте Postgres, стабильное хранилище ролей, логов для прод, или Redis, когда хочется очень быстрых операций и TTL механик. Устанавливаем соответствующий экстра и сдаем DSN. В этом видео код уже рабочий на SQLite. Переключение провайдера делается конфигом без переписывания хендлеров. Пример переподключения. Если вам нужно, например, экстра Postgres, делайте то же самое, как я делал в самом начале, когда вписывал Raito SQLite, только вместо SQLite прописывайте Postgres или Redis. Далее нужно задать Postgres DSN или Redis DSN. Указать провайдер ролей в инициализации Raito или через конфиг обертку. Итак, давайте запустим и проверим, как все работает. Запускаем с помощью python-msrc.main, потому что у нас файл main находится в папке src. Единственное, что забыл, нам нужно установить кое-что. pip install python.env. Это очень важно. Далее из .env импортируем load.env и вызываем функцию load.env. Я немного перепутал, здесь вместо handlers dir нужно указать routers dir. И все будет работать. Теперь, если открыть наш Telegram-бот, после того, как мы его запустили, /start, мы увидим: привет, это демо админ панели на Raito, выберите действие. Каталог у нас не работает, открываем админ панель, она не работает, потому что мы этого не добавляли. Чтобы проверить то, что мы добавили, прописываем команду /admin. Мы же занимались админ панелью. Итак, открываем пользователя списком.
пагинации. Как вы видите, у нас здесь 5 юзеров, которых мы указали, и 60 страниц. Мы можем листать, и как вы видите, Райто сам добавил эти кнопки. И все, как вы видите, работает. Но дальше она не листает, потому что пользователи закончились. Как вы видите, пагинация пользователей работает. Теперь переходим к ролям. Открываем роли и смотрим. .rt staff. Здесь можно выбрать роли или убрать их. Администраторов у нас пока что нет. У нас есть разработчики, это 2 айдишника, которые я добавил. Гость, менеджер, модератор, овнер, спонсор, саппорт и тестер. С помощью RT assign можно выдать роль. С помощью RT revoke можно роль забрать. Смотрим RT revoke. Нет, давайте RT assign. Можем выбрать роль гость. И здесь нужно указать какой-нибудь ID. Все, мы добавили. Если мы теперь напишем RT staff. Теперь у нас есть один гость с ID, которым мы добавили. Прописав RT help, вы увидите все команды. RT route, показать список всех роутеров. Reload, unload. Написать RT stats. Можно увидеть нагрузку на CPU, RAM и uptime. С помощью команды /give-tester можно выдать роль тестер. Итак, мы собрали админ панель прямо в Telegram. Роли и фильтры доступа, меню через Keyboard Factory, пагинация длинных списков и встроенные RT инструменты. Код запускается сразу, а переключение провайдеров SQLite Postgres Redis делается установкой Extras и конфигом. Дальше расширяем рассылки по ролям, логирование действий, интеграция с BD, проекты и модерация контента. Подробности и новые фичи можно посмотреть в доках raito.readthedocs.io. Если вам зашло это видео, поставьте лайк, подписка и идеи в комменты, что добавить в админку. Всем удачи и всем пока!